Всем привет! Это первое видео по теме тиснения на коже. Увлек меня данный вопрос и создал отдельный плейлист на канале, который буду постепенно наполнять тематическими видео, касающимися тиснения. То есть я буду рассказывать от и до, как начал, в принципе, с чего начал и как буду дальше продолжать развивать эту тему. Кстати, по поводу плейлистов, на канале я поделил все видео по определенной тематике, так, чтобы было удобнее находить ответы на вопросы, так как видео все больше и больше, и все-таки нужно как-то это все систематизировать. Поэтому на канале есть плейлисты, заходите, смотрите то, что вас интересует, там конкретно есть по определенным темам, допустим, химия для кожи, обработка кожи, допустим, изготовление изделий. То есть все это есть в отдельных плейлистах, и уже будет удобнее искать какую-то нужную информацию. Само теснение на коже — это довольно-таки обширная тема с разными направлениями, то есть очень много информации, и здесь важно понять, чем вы хотите заниматься и в каком направлении работать, чтобы не распыляться. Потому что даже те же штампы, к примеру, они есть под конкретные разные направления, и здесь нужно сделать изначально правильный выбор, чтобы в дальнейшем меньше было лишних затрат. Что я сделал изначально? Конечно, я изучил вопрос подготовки кожи, какую кожу нужно для теснения, как ее подготовить, но это будет отдельное видео. Потом я начал изучать вопрос самих штампов. Китайский набор я изначально не рассматривал, потому что там 20 штампов за $10, понятное дело, что ничего хорошего с этого не получится. И я смотрю, что мастера очень много продают эти штампы, просто за копейки эти наборы продают, значит, они вообще ни на что не годятся. И в принципе, когда вы начинаете, допустим, покупаете этот дешевый набор штампов, начинаете им работать, получаете какой-то усредненный вариант, не то, что вы хотели бы, и, в принципе, можете пригореть, желание пропадет. Лучше всего, конечно, покупать сразу хорошие штампы, и то, что мне порекомендовали, это штампы японские, японского производства, или же сразу прозвучало первое имя, которое я поинтересовался, где купить штампы, и первое имя, которое я услышал, прочитал комментарий, это штампы от Сергея Нескромова, то есть это мастер, который занимается теснением, который уже обучает теснению много лет, и он разрабатывает штампы. То есть человек, который понимает суть инструмента, для чего он нужен, как его максимально сделать практичным, тогда инструмент получается просто суперовый. Чтобы не быть голословным, покажу вам нож поворотный от этого мастера. Само лезвие я покупал отдельно. Это керамика, есть металлические. По лезвиям тоже, наверное, отдельный будет ролик. Я с этим еще толком не разобрался. А сам нож — это просто произведение искусства. Он на подшипниках. После такого ножа уже какой-то другой просто не захочется покупать. На мой взгляд, я не знаю. Он у меня первый и пока единственный. И потом Сергей разрабатывает еще штампы, в частности узорные, у него очень много, то есть это капля в море на самом деле, у него очень много различных разработок. Я просто выбрал такие, самые оптимальные в моем случае варианты, то есть взял набор штампа таких просто для фоновых, да. Взял несколько корзинок, поменьше, побольше. То есть это, так скажем, классика. То есть самый, наверное, распространенный вариант забилки. Так, такой штамп взял. Дальше. Сегодня я не буду. Бевелеры я буду рассматривать в отдельном, наверное, видео. Тоже взял себе несколько штучек. Такой для бортика плетение штамп создает. Так, это тоже для бортика. И
еще вот такой вот интересный штамп. В общем, какая фишка у этих штампов? Большинство из них это штампы, так скажем, 3D. То есть они создают углубление, от рельеф, который по высоте он неравномерный. То есть если, допустим, рассматривать 2D штампы, то у них вот этот рельеф, который нанесен на сам штамп, он с одинаковым углублением вот этих элементов. То здесь у нас получается за счет вот этой разной высоты узор он получается более объемным. Если, допустим, говорить о качестве штампов, то они выполнены вообще добротно из какой-то вот здесь, допустим, там нержавеющая сталь, да, здесь вот латунные насадки, все такое увесистое, все хорошо обработано, они гладкие, делают очень четкий оттиск. Это я тоже сейчас продемонстрирую. Вот. И на мой взгляд, на данный момент я просто как бы других там не пользовал. То есть это как бы штампы наилучшего, наивысшего качества. Если, допустим, вот это тут рассматривать, это от Сергея штамп. И, ну, похожий, к примеру, рассматривать от, ну, японский, да. Ну, во-первых, сами размеры, то есть эти более такие там утолщенные, то есть массивные, да, японские они такие потоньше. И вот здесь что самое главное, вот эти насечки. Если в данном случае у нас получается нету никакого покрытия, то есть это металл, он четко вот прорезан, и после оттиска остается очень четкий явный след, то у японских штампов есть определенное покрытие. То есть я не знаю, как их делать, тоже, скорее всего, как-то эти насечки нарезают, допустим, или отливают. И потом еще есть вот это покрытие, вот заливается, допустим, эти насечки, и они уже не такие четкие получаются. Вот здесь вот нету насечек. Просто вот можно посмотреть, мне пришли штампы, и некоторые из них уже вот в этих там местах они облучиваются, то есть покрытие оно слазит с них. То в случае вот этих штампов от Сергея Нескромного здесь ничего не слазит, потому что это уже изначально металл, ничем не покрытый. А теперь я немножко продемонстрирую вот именно штампы, которые у меня есть, и как с ними работать. Смотрите, я как бы сейчас этот вопрос изучаю. Если будут какие-то рекомендации, советы, пишите в комментариях. Я буду очень благодарен за любую полезную информацию по работе со штампами, допустим, с той же корзинкой. Вроде бы штамп простой, но все равно ими нужно уметь работать. Вот, нужно уметь там правильно подготавливать кожу. Я взял сегодня кожу толщиной где-то 3,5 мм. Значит, почему именно такой толщины? Потому что вот эти штампы 3D, у них довольно-таки глубокий рельеф, и чтобы максимально хорошо протеснить, желательно работать с более как бы толстой кожей. Можно, допустим, ставить оттиски и на коже там 2 мм. Но рекомендуется, конечно, потолще брать, чтобы максимально как бы раскрыть этот узор, который оставляет штамп. Также для такой вот толстой кожи, для таких штампов лучше брать молоток потяжелее, чтобы меньше делать ударов. Начнем, наверное, с самого такого распространенного и более классического штампа. Это корзинка. В принципе, очень красиво выглядит и часто применяется в работе. Значит, как пользоваться этим штампом? Я видел, что бьют как-то вот так вот, ну, допустим, очерчивают линию, от которой мы как бы начнем работать этим штампом, и там как-то по диагонали бьют, чтобы забить эту самую линию. В принципе, ну я не знаю, я буду просто вот как бы ставим по линии. То есть здесь главное хорошо его продавить, чтобы он эту линию, ну как бы мы эту линию просто скроем, потом продавим штампом. Вот, делаем оттиск. И получается, что нам вот от этого оттиска мы уже дальше вот в таком порядке начинаем, отталкиваемся от первого оттиска и вот таким образом, то есть мы делаем первый оттиск, потом ставим
здесь вот есть выступы. Вот эти вот, да. Мы цепляем одним выступом за первый оттиск. И вот этим крайним равняем по линии. Да, таким образом ставим следующий. Потом от того, что мы поставили, тоже немножко уходим как бы в сторону и бьем вот с правой стороны. Проходим как бы по этой линии, основной делаем рисунок, да, а дальше уже просто вот этими выступами цепляемся за полученные нам как бы выемки и продолжаем. Только уже уходим как бы в сторону. Здесь очень важно соблюдать сам узор. То есть важно не перепутать и поставить штамп именно в нужном месте. Ну, как в принципе и со всеми узорными штампами. Так, сейчас. А в этом вот месте, смотрите, если, допустим, у нас штамп, он уже выходит, ну, по сути, за границу, да, то мы его ставим не полностью, а немножко как бы под углом, под наклоном. Вот таким вот образом делаем. То есть мы его ставим не полностью, как бы, а частично, да, и таким образом не забиваем нашу границу. То есть штампами еще нужно работать вот под разными наклонами, то есть если нам это вообще требуется. Вот так вот, видите, чтобы у нас штамп дальше не заходил за границу. Так, в результате использования вот такого вот штампа получаем следующий рисунок. Очень красиво. Еще когда красится специальными средствами, получается еще более объемней. Так что это, наверное, такой самый ходовой вариант. Дальше есть у меня корзинка поменьше. Она вот такая вот составная из 3 частей, то есть ей быстрее работать. То же самое. Делаем линию, от которой будем отступать. Я думаю, по-хорошему нужно как бы центр выбрать. Но на образце я этого ничего не делаю. Вот, выставляем штамп. Делаем первый оттиск. И дальше, вот здесь мы никуда не уходим влево-вправо, а просто как бы передвигаем штамп вперед. Ну, это как я приловчился. Вот. И делаем, то есть вот у нас, допустим, первый оттиск есть. Мы отступаем вперед, цепляемся за те же, ну, здесь тоже те же усики есть. И делаем еще оттиск здесь в начале. Потом дальше переступаем. Ставим те же усики вот за предыдущий. И тоже ставим. И также сейчас сделаю назад. То есть у нас получается уже вот такая вот линия проработанная. Так, и то же самое назад делаем. Этим штампом также можно работать вот под углом, допустим, если он где-то там начинает заходить, то есть сначала прорабатываем вот такую вот линию. И дальше тоже здесь очень важно не перепутать сам узор. Вот, и цепляться так, чтобы узор повторялся. Ну, если сравнивать, то есть здесь вот корзинка, она получается помельче. То есть можно использовать там для, допустим, кошельков, а такую набивать там на портфеле. Ну, то есть это все зависит уже от предпочтений мастера. И теперь вот здесь вот, смотрите, сделал такой участок. Что касается неправильного поставления самого штампа.
Видите, вот здесь уже узор, он выполнен неправильно. То есть нету такого шахматного порядка, допустим, да. И за этим нужно следить, чтобы не было таких ошибок. Ну, это сразу будет бросаться в глаза. Дальше, есть еще такой штамп. Обычно то, что я видел, что им делают, это вот, допустим, сделали тиснение корзинкой, а дальше, чтобы оформить как бы край, да, чтобы вот так вот не оставлять, делают как бы бортик. Бортик, ну, вот таким вот штампом. Сейчас покажу, как он работает. То есть тоже очертили, допустим, линию от края, сделали отступ, там для прошивки, к примеру. Вот, ставим. И бьем. И делаем такие полуцветочки вдоль. Там подставляем. Здесь нету никаких усиков. То есть как подставили, так и бьем. Этот штамп мы, в принципе, можем ставить на любом расстоянии, на разном. Да? Желательно так делать, чтобы более равномерно он распределялся по нашей стороне и как бы не было явных таких вот разниц в расстоянии, в отступах между этими штампами. Так, еще раз. Ну, то есть получаем такой бортик, и уже как бы наша корзинка, она получит такое обрамление, выходит более завершенная какая-то такая картинка. Теперь есть еще вот такой вот интересный штамп, он как бы напоминает перетяжку вот на диванах, на дорогих таких, ну лично у меня, не знаю. Тоже делаем линию. Вот здесь он такой ромб получается в форме ромба, и эти края мы как бы вершины ромба выставляем по линии. Это первый оттиск. И делаем вот такую вот штучку. Дальше пытаемся, конечно, сложно, если оттиск глубокий, сложно, конечно, зацепиться, правильно зацепиться за предыдущий оттиск, но надо стараться. Так, и делаем как бы вот такой первый проход. Эти штампы, они уже намного сложнее в использовании из-за того, что сложно потом правильно придерживаться вот этого узора. Здесь, если где-то дадим как бы там неточность какая-то будет, к примеру, там на миллиметр, да, в начале, то если будем забивать очень большую поверхность, получается, что там уже узор, он как бы разойдется, и это все будет очень явно видно. То есть пока что, мне кажется, если опыта мало в использовании штампов, то лучше работать, ну, с какими-то небольшими изделиями на небольших площадях. Я думаю, эффект понятен, то есть не стал все забивать. Здесь вот могу сразу показать, допустим, если мы где-то что-то ошибаемся, то уже вот оттиск, он чуть-чуть там не совпадает, они чуть-чуть там накладываются где-то. Вот если здесь этот кружочек более четкий, да, то вот здесь уже чуть-чуть там они где-то наложились друг на друга, и уже есть определенная нечеткость. То есть здесь нужно как бы очень аккуратно, неспешно работать с этим штампом. Время видео затягивать не буду, то есть сам принцип работы с такими вот узорными штампами, я думаю, и так понятен. Делаем как бы линию, там разметку, от которой будем отталкиваться. Вот, делаем первую как бы начальную вот линию узора, да, и потом от нее уже отступаем,
составляем эти штампы, подставляем по отметкам и уже как бы создаем узор. То есть здесь очень важно внимательно, не спеша, правильно это все дело составлять, чтобы не было никаких ошибок, как вот в этом месте, и чтобы наши элементы, они не расходились там в разные стороны, и чтобы, ну, как бы все четенько у нас сошлось. В этом как бы тоже играет огромную роль выбор штампов, их качество. Поэтому я очень рад, что начал именно с хороших штампов, что у меня есть дальше желание заниматься именно тиснением на коже. То есть и вам просто рекомендую изначально уже выбирать, допустим, если вы решили работать, неважно, там со штампами или с каким-то другим, вот в каком-то другом направлении, выбирать именно хорошие, качественные инструменты. Потому что изначально, вот как я там начитывался, китайские штампы, допустим, они гнутся со временем, то есть они, даже сам материал, с которого они изготовлены, он не выдерживает ударов там, молотка. Эти же вот набор у меня, они надежные. Сейчас покажу, что становится с молотком от работы с этими штампами. То есть понятное дело, что это скорее всего какой-то мягкий капролон, потому что, ну, просто вминается, да, со штампами как бы ничего не происходит. Они качественные, такие массивные, добротные. Каждый имеет свою форму, что в принципе упрощает их составление как бы в узор. Да, есть вот такие всякие усики, зацепочки, то есть с ними проще работать. Они дают очень четкий читаемый оттиск. Вот что очень важно, в принципе, уже как бы в конечном результате мы получаем узор, тиснение, которое четкое, которое вот, глубокое такое, рельефное, то есть объемное. Это все зависит от штампов изначально. Касательно приобретения и вообще работы с конкретными какими-то штампами, значит, есть у Сергея Нескромного свой канал на YouTube, есть магазин, есть социальные там сети, странички, да. Вот, вы можете напрямую ему писать, смотреть эти ролики, то есть он некоторые штампы просто показывает, как ими работать, вот, что-то себе подбирать, то есть информации достаточно много и штампов просто сотни. Я уверен, что каждый себе сможет что-то подобрать такое толковое для того, чтобы как бы усилить эффект от своих работ. На этом все. Я очень надеюсь, что информация по тиснению для вас будет полезной. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.